Одним из самых простых способов заработка на крипте является принцип «покупай дешевле, продавай дороже». Этим методом пользуются практически все инвесторы, ведь чтобы зарабатывать таким образом, нужно просто уметь ждать. Но чтобы ваше время было потрачено не зря, следует внимательно подбирать монеты для покупки. После краха FTX мы проанализировали множество монет и пришли к выводу, что инвестировать в криптовалюты ниже топ-20 рискованно и неоправданно, ведь на рост монет влияют такие факторы, как положительные новости, сотрудничество с крупными брендами, функционал и будущие разработки. Так вот, в сегодняшнем топе я вам расскажу про 3 базовые монеты, которые имеют эти преимущества, а также пережили эту суровую криптозиму, что очень сильно увеличит шансы на будущий рост, когда рынок перейдет в бычью фазу. И именно эти монеты, несомненно, должны быть в вашем криптопортфеле. Всем привет, с вами Влад и вы на канале Coin22. Скажу сразу, в этом топе изначально должно было быть 4 монеты, но из-за того, что одна из них требует особое внимание и явно станет лучшей монетой 2023 года, мы решили сделать для нее отдельное видео, ведь чтобы разобрать только бренды, с которыми она сотрудничает, нужно уделить немало времени. Поэтому, чтобы видео про данную криптовалюту вышло гораздо раньше, поставьте как можно больше лайков. Ну а если вам не терпится узнать, что это за крипта, то переходите в наш телеграм-канал. Ведь там мы неоднократно упоминали ее название. Также в нашем телеграм-канале вы сможете получать самые свежие и актуальные криптоновости, на которых вы сможете зарабатывать. Так что подписывайтесь, а мы начинаем. Первой монетой, которую мы сегодня разберем, станет криптовалюта, которую активно обсуждали на протяжении всего лета, потому что она единственная перешла с Proof of Work на Proof of Stake. И это, конечно же, эфир. С момента, когда эфир перешел на POS, прошло достаточно много времени, за которое сложилась некая картина будущего развития проекта Бутерина. Давайте же разберем, что успел сделать эфир за эти 3 месяца работы на POS и какие перспективы ждут его в будущем. После того, как 15 сентября эфириум перешел на POS, многие инвесторы были дико расстроены, потому что мегабыстрых и дешевых транзакций никто так и не получил. Об этом мы говорили еще задолго до слияния, ведь переход на POS является только первым из 5 обновлений, которые будут реализованы к 2026 году. Первое обновление, которое мы должны увидеть после слияния, называется Шанхай, и оно позволяет выводить застейканные эфиры. В настоящее время эфириум отказал пользователям выводить свои эфиры из стейкинга, а вот после обновы Шанхай все заблокированные монеты, а это около 15 миллионов эфиров, будут разблокированы. Это позволит в будущем стейкать без таких длительных сроков блокировок монет. Еще одним плюсом для эфира после слияния является то, что он становится более дефляционным, то есть не подвергается инфляции. Официальные отчеты свидетельствуют о том, что эфир достиг почти нулевого показателя выпуска новых монет при одновременном увеличении сжигания. Перед переходом на POS майнеры получали около 13 тысяч эфиров в день, в то время как сейчас валидаторы получают примерно 1700. Общий объем выпуска новых эфиров снизился примерно на 88%. Поскольку скорость выпуска резко упала, это и сделало его дефляционным. Недавняя аналитика также подчеркнула, что эфириум достиг снижения предложения за последнюю неделю, и это очень сильно влияет на долгосрочный рост. Рассмотрев технические показатели, можно увидеть, как объем транзакций эфириум также достиг 4-месячного максимума, а рост объема транзакций свидетельствует о более динамичной работе сети, несмотря на медвежий тренд рынка. Тем не менее, активные депозиты эфириум не показали значительного роста, а ежедневные активные адреса вообще увидели откат. Несмотря на то, что медвежья линия тренда появилась на депозитах эфириум, по сравнению с активными адресами, накопление китов сохранилось. Это значит, что если киты продолжают накапливать монеты по нынешней цене, значит их цель держать монеты до более высоких уровней, от $2000, и получить прибыль от стейкинга. Что касается влияния Шанхая на стоимость эфира, то команда Виталика Бутерина планирует активировать это обновление в сентябре 2023 года. Наверное, сентябрь – это любимый месяц Бутерина, и пока очень сложно предсказать, как именно это событие повлияет на цену. С одной стороны, Шанхай немного уменьшит комиссии, повысит пропускную способность и безопасность эфириум, и все это будет повышать цену эфира. С другой стороны, возможность вывода токенов, заработанных на стейкинге, способна
способны спровоцировать большую распродажу. Если с обновлением Шанхай все пройдет хорошо и оно будет активировано в указанный срок, мы сначала увидим спекулятивный рост цены эфира, а затем альткоин начнет проседать. При этом глубина нисходящего движения будет зависеть от уровней распродажи и общего состояния рынка крипты. Тем не менее, любые обновления способствуют развитию проектов, что само собой влияет на цену токена. Так что запастись монетой Бутерина хотя бы до сентября безусловно имеет смысл. На самом деле, как показывает многолетняя практика работы с криптой, зарабатывать можно не только просто покупая монеты и ждать, когда они вырастут, а еще благодаря трейдингу. Ведь активное движение цен различных монет может вам принести доход независимо от того, падает рынок или растет. Но только для этого вам нужна качественная профессиональная аналитика, которую вы можете получить с помощью подписки Coin22 Pro. Используя подписку Pro, вы ежедневно будете получать прибыльный анализ монет от аналитиков Coin22. И на этой неделе участники Pro уже получили прогноз на рост эфира и заработали от 10% прибыли на этом недельном росте. Так что если вы не желаете тратить лишнее время на анализ рынка, а хотите получать максимальную прибыль, то подробную информацию вы можете получить по ссылке в описании. Переходи и зарабатывай вместе с Coin22 Pro. Что ж, следующая монета привлекла огромное количество инвесторов после банкротства FTX, ведь это внутренний токен самой надежной и популярной биржи Binance под тикером BNB. На рынке крипты до сих пор остались сомнения насчет надежности многих бирж, которым теперь приходится отсчитываться за каждую копейку пользователей, чтобы хоть как-то сохранить своих клиентов. Но Binance чувствует себя как рыба в воде, ведь недавно биржа опубликовала подробный отчет своих резервов, которые даже больше, чем 1 к 1 покрывают средства клиентов. Поскольку мы никогда не обсуждали BNB, давайте вкратце разберем, что это за монета. Как вы прекрасно знаете, BNB это внутренний токен Binance, и как любая нативная монета биржи, он выпускается в роли некого абонемента на получение всяких плюшек. В случае с Binance выглядят они приблизительно вот так. Если у вас в кошельке есть BNB, вы получаете 25% скидки на спотовую торговлю, 25% на маржинальную и 10% на торговлю фьючерсами. Для тех, кто активно покупает и продает крипту, это, наверное, самый лучший подарок. На момент запуска у BNB было 200 миллионов токенов, но сейчас в обращении находится чуть менее 160 миллионов монет. Такое уменьшение связано с тем, что монеты можно сжигать. Binance запустила программу Pioneer Burn для борьбы с девальвацией BNB, которая каждый квартал сжигает крупные партии токенов. Это сжигание направлено на сокращение количества токенов в обращении и стабилизацию цены. Binance стремится в конечном итоге ликвидировать половину циркулирующих токенов BNB, а это около 100 миллионов монет, что по оценкам займет 27 лет. Последнее ежеквартальное сжигание BNB произошло в октябре. Тогда было сожжено 2 миллиона токенов на сумму 547 миллионов долларов. По словам CZ, потребуется еще от 5 до 8 лет, чтобы сжечь запланированные 50% монет. Тем не менее, сжигание это только маленькая капля для роста BNB, ведь Binance планирует чуть ли не полностью захватить рынок крипты и все, что с ним связано. В недавнем интервью CZ сказал, что Binance стремится выйти на традиционные рынки за счет ряда приобретений. Он сказал, что Binance активно ищет несколько компаний из разных секторов экономики, чтобы привлечь их в криптовалюту. CZ сказал, что интеграция криптовалюты даже в одну фирму может побудить других сделать то же самое. Binance инициировала первую часть этой стратегии, опубликовав ее в начале этого года. 200 миллионов долларов, вложенных в Forbes, принесли ему пару мест в совете директоров этого журнала. Теперь у Binance есть дополнительные отрасли, некоторые из которых имеют непосредственные варианты использования криптовалюты, такие как розничная торговля, электронная коммерция и игры. Дополнительно к этому не стоит забывать, кто подставил свое золотое плечо Илону Маску, ведь 28 октября Binance объявила о финансировании в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь Илону Маску в покупке Twitter. Тогда CZ заявил: мы стремимся сыграть свою роль в объединении социальных сетей и Web3, чтобы расширить использование и внедрение крипто и блокчейн-технологий. Отвечая на вопрос о потенциальных сценариях использования криптовалюты в Twitter, CZ упомянул, что модель платной подписки может быть легко достигнута. Binance также подтвердила, что они находятся в процессе создания внутренней команды, чтобы использовать блокчейн и криптовалюту для помощи Twitter бороться с учетными записями ботов. Так что пока за Илоном Маском висит должок в $500 миллиарда, есть большие шансы о плотном сотрудничестве Твиттера и Binance. Ведь Маск уже начинает демонстрировать всю силу Твиттера, о чем мы говорили вот в этом видео. К тому же, как бы CZ не преуменьшал планы роста Binance, все идет к тому, что биржа стала сильно доминировать на рынке. С технической точки зрения, анализ движения BNB дает два сценария будущей цены. Во-первых, давление на продажи из-за общего медвежьего рынка привело к падению BNB на 50% с начала этого года, и сейчас он торгуется в диапазоне 250-300 долларов. Но если BNB получится вырваться с этого коридора, последуют новые максимумы
максимумы выше $400. В любом случае подбирать лучший момент для закупа в долгосрок достаточно тяжело, но из-за того, что сейчас рынок медвежий, лучшего времени может уже и не быть. Цена BNB будет расти по мере того, как Binance будет захватывать рынок крипты, а делает она это очень быстро, и поэтому не добавить BNB себе в портфель будет фатальной ошибкой. Ну и закроет нашу тройку монета, которая стала таблеткой спасения майнеров после перехода эфира на POS. И это Litecoin. Да, именно эта базовая монета, разработанная еще в далеком 2011 году, может стать прибыльным активом вашего портфеля. Давайте разберем все последние катализаторы роста Litecoin, ведь всего лишь за один месяц монета сумела вырасти на 65%. И самое интересное, сохранится ли такое движение в будущем? В течение последних нескольких месяцев Litecoin сохранил устойчивую позицию. В основном на фоне более бычьего рынка и роста после новостей, связанных с экосистемой. В этом году Litecoin закрыл 11 лет существования на рынке, и незадолго до своего юбилея цена Litecoin вырвалась на 12% после падения. Недавнее обновление от Litecoin также показало, что хешрейт сети находится на уровне рекордного максимума, что было хорошо для стабильности и безопасности сети. В этом случае низкий поклон нужно сделать Бутерину, ведь много из тех майнеров, которые раньше добывали эфир, перешли на Litecoin. Кроме того, сеть утверждает, что теперь Litecoin может обрабатывать примерно 8 раз больше транзакций в секунду, чем тот же биткоин, и при этом взимает комиссию за транзакции всего лишь в несколько центов, что делает его неплохим для платежей. Обновление от Litecoin Foundation продемонстрировало некие перспективы для монеты. Данные сантимент показали, что объемы торговли Litecoin выросли, так как его цена стала более позитивной. Поскольку ценовое действие стало зеленым, социальные настроения для Litecoin также стали положительными на более крупном медвежьем рынке. Тем не менее, последние данные показали, что более 60 миллионов лайткоинов находятся в холодном хранении более 1 года, что увеличивает доверие инвесторов-холдеров. Но данный сентимент также свидетельствует о том, что два крупнейших кита лайткоина добавили более 5 миллионов лайткоинов в кошельки с 5 ноября. Также, когда индекс MVRV наступал на положительную зону, означало, что инвесторы получали прибыль. Ключевой причиной недавних полученных положительных настроений также было то, что держатели лайткоинов увидели массовый рост прибыли. Годовой индекс MVRV, возвращаясь в положительную зону, показал, что долгосрочные инвесторы наконец-то вернулись к прибыли. Впервые со 2 декабря 2021 года. Изменение тенденции знаменует собой ключевой поворотный момент, который сигнализирует о неком коротком оптимизме, который может очень сильно повлиять на долгосрочный тренд. Соответственно, такое большое количество технических и фундаментальных факторов могут легко отправить цену до $90 в ближайшее время, а в долгосроке цена может вырваться до $150 и более. Так что обязательно присмотритесь к такому базовому активу, как Litecoin, ведь он один из немногих, кто продолжает следовать всем законам криптовалюты и децентрализации. Вот такие монеты мы рекомендуем вам добавить себе в криптопортфель, и в долгосрочной перспективе они имеют большие шансы принести вам прибыль. Как я говорил в начале, 4-я монета ждет вас в отдельном видео, поэтому поддержите ролик лайком и подпиской на наш канал. И напишите в комментариях, в какую криптовалюту инвестируете вы. Вам спасибо за просмотр, до встречи в следующем видео. Пока!